Это история о том, как я потерял свой дрон высоко в горах. Он ударился об скалы и остался на большой высоте в очень труднодоступном месте. И сейчас я начал монтировать это видео, а дрон еще не найден. И это начало истории. Я буду ее собирать по мере развития событий и очень надеюсь, что у нее будет счастливый конец. В те выходные дни я планировал просто заночевать поближе к ледникам, поснимать закаты, восход, вершины, скалы и ледники. Но не думал, что все пойдет не так и превратится в целое приключение. В Алматинских горах выше Чембулака есть дорога, которая идет к цирку ледника Туюксу. Это место, где очень много высоких гор с интересными и сложными маршрутами. Поэтому здесь мир тех, кто занимается альпинизмом и хайкингом. Здесь есть альпинистский лагерь Туюксу. Рядом с ним много различных баз для того, чтобы было где остановиться перед и между восхождениями. Но я не думал делать остановку там. Мне нужно было идти дальше, к леднику. На середине пути, близко к дороге, подходят скальные стены. Их называют бастионом, и по ним проходят несколько сложных маршрутов. И мне повезло. В то время на стене работала какая-то группа, и я решил поснимать их с дрона. Я не хотел подлетать к людям близко, чтобы не мешать им, но для картинки установил двукратное увеличение зума. И потом решил сделать эпичный отлет от скалы в сторону противоположного склона. До него было метров 800, и я не переживал, что мне что-то помешает. В спортивном режиме датчики обнаружения препятствий не работают, о чем на пульте выдается предупреждение. Но я его не принял к сведению, ведь у меня сзади было очень много пространства. Но двукратное увеличение картинки и огромные масштабы скал сыграли злую шутку. Я не понял, что отлетел очень далеко и на большой скорости влетел в скалы на противоположном склоне. Вот кадры последних секунд полета перед падением. И после этого начинается вся история. Друзья, вот такая история. Я в горах летал на дроне, снимал восхождение ребят по стене. И отлетал, делал отлет дальний. И в противоположный склон у меня вот в эти скалы куда-то улетел и упал дрон. Я уже 2 часа здесь лазю, забрался на его высоту, там, где по отметке он находится. Но там скалы, и там туда не пройдешь. В общем, связался с ребятами-альпинистами здесь, альплагерь Туюксу. В общем, скинул им координаты, но сейчас все на восхождениях. Я попробую в лагерь сейчас спуститься, и, может быть, мы уговорю кого-то завтра со снаряжением, потому что без страховки здесь уже не стоит лазить. Со снаряжением пойдем поищем дрон. Ну вот приключения. Почему не сработали датчики обнаружения препятствий, я не знаю. Потом будем разбираться. Но он упал невысоко, потому что я поднялся практически на его высоту, а он где-то там лежит на склоне. А сейчас мне предстоит спуститься вниз, потому что я вот только что оттуда слез. Вон на тех скалах был. Выяснилось, что не туда залезаю. Но тут еще можно лазить. А вот дальше без страховки тяжело. Зато ходил там, где растут альпийские розы. Я еще решил попытать счастье.
немножко под другим углом захожу. Вот, и надеюсь, что вот там, вот, под этими скалами, он там может оказаться. Потому что хорошая программа найти мой дрон. Он, конечно, выключился через какое-то время. Мне пришло сообщение об этом. Но на схеме показано, на карте, которая схематичная, где он находится. Даже если выключаешь пульт, то потом, когда включаешь, там есть точка, где последний раз лежал дрон. И есть еще видео последнего момента. И вот на этом видео показано, что он летит назад и влетает в какую-то щель. Там скала слева мелькает и попадает на траву. Вот я там вижу две таких потенциальных щели и хочу туда пробраться. Может, мне повезет сегодня. Вот это там. Одна, и вот вторая вот здесь, против солнца. Крутой склон очень, но лазить я не буду потом по скалам. Лучше позову ребят с альплагеря. Конечно же, мне не повезло. Дрон, как оказался, намного выше упал. Так что я развернулся и пошел в лагерь искать помощь. Второй день поиска дронов. Вчера я встретил в альпинистском лагере много своих старинных друзей, с которыми ходил на большие восхождения. И один из них любезно согласился со мной пойти на поиски. Посмотрели мы, где лежит дрон, посмотрели в Google Maps, покрутили все ракурсы. Довольно-таки непростое и такое не очень приятное место. Скалы, осыпи, мало кто там ходит или вообще никто не ходит, поэтому никто не знает состояние скал. Нужна страховка, нужна веревка, каски. Будем лазить, будем искать. Надеюсь, что найдем и что он хотя бы более-менее целый. Очень надеюсь. А это заслуженный альпинист Олег и Фарида. Они своими силами строят гестхаус для альпинистов. Но несмотря на занятость и усталость, Олег решил помочь мне с поисками. Как ты говоришь, переходишь? Айнура, давай я ретранслирую, я вас хорошо слышу. Вы где находитесь, как у вас дела? Олег Олегович, все хорошо, идем, подходим к гребню, короче, по снежному плату в связках. Ну хотя бы так. Да? Ну да, все лучше. Висю на веревке, ищу дрон. Вот спустился оттуда, теперь вниз сходил, дрон не нашел. Надо подниматься наверх, потом еще идти в сторону. Пойду. В тот день мы провели на выходе почти 10 часов. Пришлось много раз взбираться и спускаться со скал, ходить по очень крутым склонам, покрытым скользкой травой и кустарником. Но в конце концов мы точно определили место, куда ударился дрон и где он должен находиться. В общем, сегодняшняя экспедиция получилась как поисковая разведка. Мы нашли место, где лежит он,
предположительно. Но вот, чтобы туда добраться, надо очень много снаряжения. Теперь как время выберем, так соберем побольше веревок и будем спускать. Ничего, найдем дрон, надеюсь. Мы решили не рисковать на спуске со скал, а подняться вверх к гребню и пройти по нему до безопасного спуска в лагерь. Сурок, выходи. Мы видим твои какашки.